Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязания пряжи». Сегодня я для вас подготовила очередной мастер-класс по вязанию крючком и предлагаю вам связать вот эту красивую летнюю кофточку. Также делюсь с вами мастер-классом, обучающим уроком по вязанию узора и схемами для того, чтобы вы смогли самостоятельно воспользоваться схемами и моим видеоуроком и связать себе очень красивую кофточку на лето. Она будет прекрасно смотреться с юбкой, с брюками, с джинсами и подойдет для любого возраста. Узор вяжется легко, просто и быстро. А если вы не уверены, что у вас получится связать эту кофточку, то пишите в комментариях под этим видео «Буду вязать». И если будет очень много желающих присоединиться к вязанию, то, конечно же, я сниму для вас подробный обучающий мастер-класс по созданию и вязанию данной модели кофточки, то есть всю технологию, весь процесс вязания. Для вязания узора я буду использовать вот эту пряжу конопляная. Люблю я из нее вязать, и она идеально подходит для вязания вот данной модели кофточки, которую вы видите на главном фото. Метраж нити 280 метров 50 грамм. И еще у нее очень интересный состав. Это 30% конопля и 70% хлопок. Данный метраж нити идеально подойдет для создания ажурных летних вещей. И они будут смотреться красиво, нежно, изящно. И в летнюю жаркую погоду вам будет не жарко. Крючок для вязания для нити 280 метров я выбрала 1,5. И также можно вязать крючком номер 2. Крючки у меня называются Clover Soft Touch. Это страна производства Япония. Это мои любимые крючки, как вы заметили. Также в этом видео мастер-классе я вам покажу, каким образом рассчитать раппорт для того, чтобы приступить к вязанию вещи. И покажу, как вяжется узор и как его связать, какое количество рядов, сколько рядов раппорта в высоту и в ширину. Все это подробно и наглядно вы увидите в обучающем видеоуроке. Данный узор у меня связан столбиками с 2 накидами, для того, чтобы вам... Я связала специально, чтобы продемонстрировать, как вяжется узор, и чтобы вы могли его детально и укрупненно рассмотреть. А вообще, со своей стороны, я, конечно, рекомендую связать данную кофточку столбиками с 1 накидом. Он будет более узор симпатичнее и милее смотреться. Также по ходу вязания вы увидите вот эту мини-версию схемы. И я прикреплю к видео схему вязания кофточки, где можно рассмотреть, сделать скриншот с экрана, распечатать и уже вязать по этой схеме, которую я нашла на просторах интернета. Вы тоже можете воспользоваться ею. Если будете вязать кофточку, там можно посмотреть, как оформить вырез горловины и также пройму кофточки, как обвязать низ изделия горловину по периметру и обвязать рукава. Очень интересная модель кофточки, там интересный способ вязания рукава. Если будет очень много желающих присоединиться к совместному вязанию, то вы уже знаете, что пишите под этим видео «Буду вязать». И я при наличии под этим видео большого количества голосов желающих присоединиться к совместному проекту, конечно же, организую для вас подробный обучающий мастер-класс со всей технологией и со всем процессом вязания кофточки от начала и до конца. Кофточка вяжется несложно. Если вам понравился узор и модель кофточки, то можете связать самостоятельно, либо вместе со мной. Она мне тоже нравится.
люблю несложные и в то же время простые оригинальные вещи. Они смотрятся просто, но выглядят мило и изысканно. Ничего, как говорится, лишнего. Также благодарю вас за то, что смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал и проявляйте интерес к моему творчеству. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Я думаю, на моем канале вы найдете для себя интересную и полезную информацию. Я стараюсь для вас по мере возможности выпускать видео с мастер-классами каждый день. И также мы с вами участвуем в совместных проектах и вяжем несколько проектов одновременно вместе со мной, под моим, как говорится, чутким руководством. А сейчас мы с вами приступим к вязанию вот такого замечательного узора. Он смотрится очень интересно, вяжется просто быстро. И вы сейчас сами в этом убедитесь. Приглашаю вас на мастер-класс. Вязать узор вот я буду по этой схеме. 1 раппорт, 10 петель. И также эту мини-схему я для удобства прикреплю в процессе вязания. Вы можете смотреть схему и смотреть за тем, как я показываю, вяжется узор каждого ряда. Для демонстрации вязания узора я выбрала пряжу. Это тонкая пряжа из летней серии. Название пряжи конопляная, торговая марка Пехорка. Метраж 280 метров в 50 граммах. 30% конопля, 70% хлопок состав пряжи. И производитель рекомендует вязать спицами 2,5-3. Я пряжу конопляная вяжу крючком номер 1,5 и буду показывать, как вяжется узор. Узор у меня будет состоять из столбиков с 2 накидами. Если у вас тонкая пряжа, то вы можете вязать столбики с 2 накидами. Если пряжа потолще, то можно вязать узор столбики с 1 накидом. Приступаем к вязанию легких нам петелек. Раппорт у нас состоит из 10 петель в ширину и повторяется всего лишь 4 ряда. Я буду показывать вам, как вяжется узор с 1 по 5 ряд. И далее 6 ряд — это повторение 2 ряда, 7 ряд повторение 3 ряда, 8 ряд повторение 4 ряда и 9 ряд — это повторение 5 ряда. То есть раппорт у нас со 2 по 5 ряд. 4 ряда, 2, 3, 4, 5 все время повторяются. Для вязания я наберу цепочку из 31 воздушной петельки и буду вязать вот этот фрагмент небольшой для того, чтобы вам показать, как смотрится узор. А вы уже сами решите, нравится он вам или нет, и будете вы вязать кофточку или не будете. Набираю цепочку из 31 воздушной петельки. Всегда одну петельку я набираю про запас для удобства вязания. В моем случае будет набрано 32 воздушных петельки. Приступаю к вязанию 1 ряда. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Это у нас 3 петельки подъема, и они засчитываются как за первый столбик с 1 накидом. Отсчитываю 1, 2, 3, и в 4 петельку я провязываю столбик с 2 накидами. Одна воздушная петелька, пропускаю 4 петельки цепочки, и в 5-ю я провязываю 2 столбика с 2 накидами с общей вершиной. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петельку в основании
провязываем 2 полустолбика с общей вершиной и с общим основанием. Провязываю 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, и в эту же 5-ю петельку я провязываю столбик без накида. 4 воздушных петельки, 1, 2, 3, 4, и в эту же петельку, в 5-ю, провязываю еще 2 полустолбика с 2 накидами с общим основанием и с общей вершиной, и 2-й полустолбик с 2 накидами. Связали. Вот такой элемент, как напоминает крылышки бабочки. 1 воздушная петелька, пропускаю 4 петельки, и в 5-ю мы вяжем 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. 1, 2, 3, 4 петельки пропускаем, и в 5-ю петельку я провязываю 3 столбика с 2 накидами, и все 3 столбика мы вяжем в основании 5-й петельки цепочки. Одна воздушная петелька, и продолжаем вязать уже следующий раппорт. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки цепочки, и в 5-ю я провязываю 2 полустолбика с 2 накидами с общей вершиной и с общим основанием. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, и в эту же 5-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Снова набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 2 накида на крючок, и в эту же 5-ю петельку цепочки я вновь провязываю 2 полустолбика с 2 накидами с общим основанием и с общей вершиной. Довязали. 1 воздушная петелька, 2 накида на крючок, отсчитываю 4 петельки цепочки, 1, 2, 3, 4, и в 5-ю петельку я провязываю элемент, состоящий из 3 столбиков с 2 накидами с общим основанием. Основание — это 5-я петелька цепочки. Провязала 3 столбика с 2 накидами, 1 воздушная петелька, и далее снова вяжем элемент, напоминающий крылья бабочки. 1, 2, 3, 4, в 5-ю петельку цепочки провязываю 2 полустолбика с 2 накидами с общим основанием и с общей вершиной. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки,
В эту же пятую петельку цепочки я провязываю один столбик без накида. Опять цепочку вяжем 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Если вы вяжете столбиками с одним накидом, то цепочка у вас должна быть из 3 воздушных петелек. Далее в эту же пятую петельку цепочки провязываем еще 2 полустолбика с 2 накидами, с общим основанием и с общей вершиной. 1 воздушная петелька, и заканчиваем мы ряд. Если мы вяжем прямыми и обратными рядами, то у нас ряд должен начинаться одинаково и заканчивается тоже одинаково. Данный узор можно еще вязать по кругу, повторяя раппорты. Пропускаю 1, 2, 3, 4 и в пятую петельку цепочки провязываем 2 столбика с 2 накидами с общим основанием. Закончили вязать ряд так же, как и начинали. То есть мы начали с 2 столбиков и закончили вязать ряд 2 столбиками. Приступаем к вязанию второго ряда. Так как я вяжу столбиками с 2 накидами, я буду вязать не 3, а 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4 петельки подъема. Они у нас засчитываются как за первый столбик. И на крючок я сделаю 2 накида. Во вершину второго столбика с 2 накидами я провязываю 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. С учетом 4 петелек подъема у нас связано 1, 2, 3, 4 столбика с 2 накидами. 2 воздушных петельки. Сейчас мы будем вязать 3 столбика с 2 накидами с общей вершиной и с общим основанием. Вершину столбика без накида первого ряда я провязываю 3 полустолбика с 2 накидами. Все 3 полустолбика мы провязываем в вершину столбика без накида предыдущего ряда. Полустолбики у нас с общей вершиной. Вот у меня 4 петельки на крючке, я соединяю при помощи рабочей нити в одну. 2 воздушных петельки. И переходим к вязанию уже следующего элемента. Мы в первый столбик с одним накидом провязываем 3 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Я провязываю столбики с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами и третий столбик с 2 накидами. Связали 3 столбика с общим основанием. 1 воздушная петелька, 2 накида на крючок и пропускаем второй столбик с накидами, а вершину третьего мы провязываем элемент, состоящий из 3 столбиков с 2 накидами с общим основанием. Две воздушных петельки и продолжаем вязать следующий раппорт. Мы провязываем вершину столбика без накида, 3 полустолбика с 2 накидами с общей вершиной и с общим основанием. Основание — это у нас вершина столбика без накида
предыдущего ряда. Провязали 4 петельки на крючке и соединяем при помощи рабочей нити в одну. 2 воздушных петельки. И вот вершину первого столбика с одним накидом провязываю 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. Одна воздушная петелька, 2 накида на крючок, пропускаю второй столбик и вершину третьего провязываем 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. Основание — это вершина столбика предыдущего ряда. Две воздушных петельки и вершину столбика без накида предыдущего ряда вяжем 3 полустолбика с 2 накидами с общей вершиной и с общим основанием. Две воздушных петельки и заканчиваем ряд мы точно так же, как и начинали ряд. Провязываем в первый столбик 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. А в третью петельку подъемом мы провязываем еще один столбик, в моем случае с 2 накидами. И всего у нас получится, что мы связали с вами 1, 2, 3, 4 столбика. Довязали до конца второй ряд. Приступаем к вязанию третьего ряда. Я набираю 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки для перехода на следующий ряд. И так как я вяжу столбиками с 2 накидами, если вы вяжете узор столбиками с одним накидом, то вы набираете 3 петельки подъема. В каждый столбик с накидами я провязываю по одному столбику с накидами. А в крайний столбик слева, это у меня будет по счету 4-й, я провязываю 2 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Всего у меня связано 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с 2 накидами. 1 воздушная петелька. И в первый столбик я провязываю 2 столбика с 2 накидами с общим основанием. Вершину второго столбика я провязываю 1 столбик с 1 накидом. Это будет у нас 3-й по счету. И в третий столбик с 1 накидом я провязываю 1 столбик с 2 накидами. Это у нас будет 4-й по счету. 1 воздушная петелька и провязываю в первый столбик 1 столбик с 2 накидами. Вершину второго столбика провязываю 2 столбик с 2 накидами.
А в вершину третьего столбика я провязываю 2 столбика с 2 накидами. Связали элемент. Одна воздушная петелька, 2 накида на крючок, и в вершину первого столбика я провязываю 2 столбика с 2 накидами. Все 2 столбика вот этих мы вяжем с общим основанием. В вершину второго столбика я провязываю 1 столбик с 2 накидами, он по счету третий. В вершину третьего столбика я провязываю 1 столбик с 2 накидами, он по счету четвертый. 1 воздушная петелька и продолжаем вязание. В вершину первого столбика я провязываю 1 столбик с 2 накидами. В вершину второго столбика провязываю 2 столбик с 2 накидами, а в вершину третьего я уже провязываю 2 столбика с 2 накидами с общим основанием, третий и четвертый столбик. Все, связали мы 4 столбика с 2 накидами, 1 воздушная петелька, и заканчиваем ряд точно так же, как начинали. В первый столбик я провязываю 2 столбика с 2 накидами с общим основанием, первый и второй. Вершину второго столбика с 2 накидами я провязываю 1 столбик, это будет по счету третий столбик с 2 накидами. Вершину третьего столбика я провязываю 1 столбик с 2 накидами, это будет четвертый. И в 3 петельки подъема я провязываю еще 1 столбик с 2 накидами. Всего я связала 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с 2 накидами. Вот такой у нас узор с вами формируется. Сейчас я еще вам покажу, как вяжется 4 и 5 ряд. Будем вязать сейчас 4 ряд узора. Провязываю 1 петельку воздушную подъема, разворачиваю вязание на другую сторону, провязываю вершину первого столбика с накидами столбик без накида, 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, так как я вяжу столбиками с 2 накидами. И если вы вяжете столбики с 1 накидом, то у вас должно быть 3 петельки подъема. И в эту же вершину первого столбика я провязываю 2 полустолбика с 2 накидами с общим основанием и с общей вершиной. Вот у меня 3 петельки на крючке, я соединяю при помощи рабочей нити в одну. 1 воздушная петелька, и между вот этими элементами, первым и вторым, там, где у нас была связана 1 воздушная петелька, я провязываю 3 столбика с 2 накидами. Таким образом завожу крючок за арочку из 1 воздушной петельки и провязываю первый столбик с 2 накидами. И то же самое я делаю, только провязываю второй столбик с 2 накидами, 2 накида на крючок, опять завожу крючок под арочку, захватываю рабочую нить, вывожу нить на себя и провязываю третий столбик с 2 накидами, 1 воздушная петелька. И сейчас мы с вами вот между вот этими столбиками будем вязать узор, элемент, напоминающий крылья бабочки. Я набираю на крючок 2 накида и вяжем
вершину арочки из одной воздушной петельки, 2 столбика с 2 накидами, полустолбики с общим основанием и с общей вершиной. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, и в эту же арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю столбик без накида. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок и провязываю 2 полустолбика с 2 накидами с общим основанием и с общей вершиной. Вот связали мы с вами такой элемент. 1 воздушная петелька, 2 накида на крючок, и вот в эту петельку над вот этим цветочечком будем вязать с вами 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. Первый столбик с накидами, второй и третий столбик у меня с 2 накидами. 1 воздушная петелька, и переходим опять вязать крылышки бабочки. Вяжем вот между вот этими столбиками, там где у нас была связана 1 воздушная петелька в предыдущем ряду, я провязываю 2 полустолбика с 2 накидами с общим основанием и с общей вершиной. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. И в эту же арочку я провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, 2 накида на крючок, и провязываем мы 1 полустолбик с 2 накидами, и в это же основание в арочку петельки 1 воздушной петельки провязываю 2 полустолбик с 2 накидами. 2 полустолбика с 2 накидами я провязала с общей вершиной и с общим основанием. 1 воздушная петелька, и между вот этими элементами, там где у нас была связана 1 воздушная петелька, я провязываю 3 столбика с 2 накидами. Все 3 столбика мы вяжем с общим основанием в арочку цепочки из 1 воздушной петельки предыдущего ряда. 1 воздушная петелька, и мы должны закончить ряд точно так же, как начинали. В 3-ю петельку подъема я провязываю 2 столбика, полустолбика с 2 накидами, с общим основанием и с общей вершиной. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, и в эту же 3-ю петельку подъема я провязываю 1 столбик без накида. Все, закончили с вами вязать 4-й ряд и приступаем к вязанию 5-го ряда. Если вы вяжете столбиками с 1 накидом, то вы сейчас набираете цепочку из 6 воздушных петелек. Я провязываю цепочку из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петелек. Разворачиваю вязание. И вершину вот этого первого столбика провязываю 3 столбика с 2 накидами с общим основанием.
1 воздушная петелька, пропускаю столбик 2 и вершину 3 столбика, провязываю элемент из 3 столбиков с 2 накидами с общим основанием. Две воздушных петельки, 1, 2, на крючок 2 накида и вяжем с вами 3 полустолбика с 2 накидами. У меня будет вершину столбика без накида предыдущего ряда. Вот там, где мы вязали вот между вот этими элементами, поближе покажу, вот вершину этого столбика без накида я провязываю в основание 3 полустолбика с 2 накидами с общей вершиной и с общим основанием. 2 воздушных петельки, вершину первого столбика с 1 накидом я провязываю элемент из 3 столбиков с 2 накидами с общим основанием. Основание — это вершина первого столбика с 2 накидами. 1 воздушная петелька, пропускаю столбик 2 и вершину 3 я провязываю 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. Основание — это вершина 3 столбика с накидами. 2 воздушных петельки, 2 накида на крючок, и сейчас мы будем вершину столбика без накида вот в основание вот это провязывать 3 полустолбика с 2 накидами с общим основанием и с общей вершиной. Все, связали. 2 воздушных петельки, 2 накида на крючок, и вершину первого столбика я провязываю 3 столбика с накидами с общим основанием. Одна воздушная петелька, пропускаю столбик и вершину 3 провязываю 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. И заканчиваемый ряд я провязываю 2 воздушных петельки, 2 накида на крючок. Здесь будет у меня даже 3 накида на крючок, и вершину столбика без накида предыдущего ряда я провязываю 1 столбик с 3 накидами, чтобы вот этот край выровнять, так как мы вяжем прямыми и обратными рядами. То есть он должен быть ровный. Я выровняла вот эту сторону левую, и для этого я связала столбик с 3 накидами. Если вы будете вязать по кругу, то там уже будет повторение раппорта. Вот мы с вами связали один раппорт в высоту. Сейчас я вам маркерами
покажу, каким образом рассчитать количество раппортов в высоту и в ширину для того, чтобы приступить к вязанию вещи. Если вы будете вязать узор, то вяжите его лучше столбиками с одним накидом. Он так будет смотреться гораздо милее и симпатичнее. Я вязала столбиками с двумя накидами для того, чтобы не мельчить, а показать вам более наглядно, как будет смотреться узор. Но со своей стороны рекомендую все-таки вязать кофточку узором, состоящим из столбиков с одним накидом. Поближе покажу вам. Мы связали с вами 5 рядов в высоту. И сейчас я вам покажу, каким образом я распределила вот эти маркеры и как рассчитать необходимое количество петель и вообще как приступить к вязанию узора. Буду рассказывать вам про раппорты, потому что зачастую вы меня очень часто спрашиваете, сколько петель в раппорте, как вязать эти раппорты. И вот я решила вам в каждом мастер-классе все подробно рассказывать, так как когда вы меня уже спрашиваете, и видео старые, я уже, честно говоря, не помню, где схемы, они у меня все есть видео, там все можно наглядно посмотреть. Давайте, значит, я сначала покажу на схеме. Вот у меня такая мини-версия схемы. Один раппорт 10 петель. Вяжем мы с вами, вязали с 1 по 5 ряд, я вам показывала мастер-класс, а повторяете вы вот этот раппорт в высоту со 2 ряда по 5. То есть вот этих 4 ряда, 1, 2, 3, 4, они все время повторяются в высоту. Вот мы сейчас с вами связали 5 рядов, 6-й ряд повторяете принцип вязания 2 ряда, 7-й ряд повторяете принцип вязания 3-го ряда, 8-й ряд принцип вязания 4-го, 9-й ряд принцип вязания 5-го и так далее. Узор можно вязать прямыми и обратными рядами, а еще он лучше вяжется по кругу. Чтобы связать узор по кругу, необходимо повторять один и тот же раппорт. И необходимо рассчитать такое количество петель для того, чтобы оно было кратное количеству петель раппорта. То есть вот у нас раппорт состоит из 10 петель. Давайте посмотрим, я вам приближу. Вот, допустим, у нас одна петелька — это основание вот этого цветочка. Это у нас будет первая петелька раппорта. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 11-я петелька здесь у нас уже это основание 2-го раппорта. То есть у нас раппорт начинается от петельки, где мы вяжем цветочек, и заканчивается он 10-й петелькой до следующего вот этого цветочка. Вот это расстояние из 10 петель, это и есть у нас с вами один раппорт. В ширину вот этот узор мы все время повторяем. Связали цветочек, связали элемент из 3 столбиков с накидами и продолжаем вязать снова. Цветочек, элемент из 3 столбиков, цветочек, элемент. И все время повторяем до конца ряда. Это что касается раппорта в ширину. А в высоту вы повторяете со 2-го ряда по 5, со 2-го по 5 и так далее. Все очень просто. 4 ряда всего лишь вам необходимо связать узора. Это будет высота раппорта. И давайте вот наглядно по узору я покажу, так как не все умеют рукодельницы читать схемы и ориентироваться под схемам. Вот я маркерами бирюзовым я закрепила начало вязания раппорта. Это у нас основание. Это петелька, где мы с вами вязали вот этот цветочек. Это у нас начало вязания раппорта. Отсчитываем 10 петелек, так как у нас раппорт состоит из 10 петель. И крайняя петелька от начала вязания следующего цветочка, это у нас 10-я, это и будет
там петелька, где у нас заканчивается первый раппорт, и начинается уже следующий раппорт, который мы повторяем. То есть у нас раппорт повторяется все время. Связали цветочек, связали вот этот элемент из 3 столбиков, снова продолжаете вязать. Цветочек, элемент, цветочек, элемент. И так далее до конца ряда. Между вот этими элементами по одной воздушной петельке сверху вяжете, а пропускаете, вот здесь вот мы пропускали 4 петельки цепочки. Это у нас раппорт в ширину от петель, 10 петель, в высоту, значит, вот со второго ряда мы повторяем по 5 ряд. Сейчас для того, чтобы связать 6 ряд, мне необходимо повторить ряд, который мы вязали, узор во втором вот ряду, со 2 по 5. Со 2 по 5 мы все время вот эти 4 ряда, 1, 2, 3, 4 повторяем в высоту. Вы можете перемотать данное видео на начало вязания второго ряда и продолжить вязать узор. И если он вам понравился, то возьмите его себе в плейлист на заметочку. И можете воспользоваться и связать этим узором красивую летнюю кофточку. Она вяжется просто. Все схемы я прикладываю к этому видео. Также вот эту схему, мини-версию, вы тоже ее видите по ходу демонстрации видео. И также большую схему я с вами поделилась для того, чтобы вы связали кофточку. На этой схеме видно, как оформить горловину и также связать пройму рукава и выполнить обвязку рукава. И также есть там на схеме, как обвязать кофточку по периметру. Вот эта схема, я ее для удобства разверну. Из нескольких рядов. Здесь у нас получается 1, 2, 3 ряда. Это схема для обвязки кофточки по линии низа. Вы можете воспользоваться моим мастер-классом и схемами и связать эту кофточку. А если вам очень сильно понравилась модель, вы ее хотите связать, но не знаете, боитесь, как начать, как связать, то напишите мне, что буду вязать, и если будет очень много желающих, я подготовлю для вас подробный обучающий мастер-класс по вязанию данной модели кофточки, при условии, что будет очень много желающих. Мы вяжем на канале совместные проекты вместе с рукодельницами на те модели, которые набрало большое количество голосов среди зрительниц и подписчиц моего канала. Голосуют мои подписчицы. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился, и я наглядно и подробно все объяснила, как вяжется данный узор. Благодарю вас за просмотр этого видео и также за подписку на мой канал. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч.